Со слов матери, последние 2 дня девочка не поднималась с постели. Отмечались боли в правой подвздошной области живота, вздутие, высокая температура, потливость, озноб. Самостоятельное лечение не принималось. За медицинской помощью не обращались. Вероятной причиной смерти стал инфекционно-токсический шок вследствие перитонита и острого аппендицита ранее. Точнее будет известно после экспертизы в морге. При всем уважении, что же вы сразу-то в скорую не позвонили, когда у ребенка живот заболел? Чего ждали-то? Так откуда же я знала? Господи, откуда же я могла знать? Ну, болит и болит у нее живот. Откуда же я могла знать, что это аппендицит такой страшный? Да мало ли, что у нее температура поднялась. Такое сколько раз было, никто ведь не умирал. А то, что ребенок 2 дня мучился. Неужели вас-то не насторожило, не обеспокоило? Как вы говорите, она даже с постели встать не могла. Понимаете, как ей было больно? Конечно, насторожило. Конечно, обеспокоило. Ты меня не упрекай, что за девочкой своей не следила. Следила еще как. Я ее чересчур сильно любила. Верно говорят, не делай из ребенка идола. Ведь дети — это подарок. Так а это за что такой подарок? Если она даже пожить толком не успела. За то, что от грешного святое не родится. Оно продолжение мое. Да за нее радоваться нужно. Она теперь никаких бед знать не будет. А я, что было в силах моих, для нее все сделала. Только вот оказалось недостаточно этого. Во все в руках Божьих. Так если недостаточно, вы почему сразу-то в скорую помощь не позвонили? Вы понимаете, удаление аппендицита – это рядовая операция. Мы ежедневно такие операции делаем в больнице. Не могла я раньше позвонить. Потому что не болезнь погубила ее, а малодушие мое. Если бы я только продолжала верить, она бы выжила. Господь бы не позволил ей умереть. А я дала слабину. И только в этом моя вина. Понятно. Но вы ждали чуда. Смерть не страшна, ибо Господь вошел в нее раньше нас и победил ее. И мы с Ним воскреснем вместе. Хорошо, а вы не думали? Вы не думали, что Он хотел бы, чтобы мы заботились друг о друге? Может быть, даже Он нас послал, чтобы спасти ее? Если бы Он, как вы говорите, послал вас, вы бы успели. Только это не Он, а я. Я должна была смириться и не смирилась. Я испытала страх и поддалась ему. И всю жизнь мне теперь жить с этим. Если бы я только не позвонила, не смутились бы помыслы мои.
А я усомнилась в том, что сила небесная поможет мне. Потому дочь теперь не со мной. Она в лучшем мире. Печально. Печально, что реальная проблема была прямо перед вами. Но вы не хотели ее замечать. И, видимо, совсем не хотите. Все, что вам нужно было сделать, это просто позвонить. Сразу же позвонить. Проявить чуть больше внимания к своему родному, любимому человеку. Сделать всего лишь один звонок. Но вместо этого вы твердите, что ей сейчас лучше, чем было. Лучше, чем учиться и познавать новое. Лучше, чем взрослеть. Лучше, чем найти свое призвание и стать счастливой. Помочь кому-то, кто нуждается в помощи. И передать эту помощь дальше. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не все можем понять в промысле Божьем, но принять можем все. Все с благодарностью.